Я читаю комментарии под моими видео, и многие из вас пишут о том, что как сложно избавиться от каких-то своих привычек, что на это не хватает ни сил, ни времени, ни мотивации. Но часто это связано не с тем, что менять себе что-то сложно. Конечно, это непросто. А связано это с тем, что когда человек решает меняться, он ставит перед собой нереальные цели. Рассмотрим это на примере похудения. Многие люди хотят похудеть сразу и на много килограммов. И, конечно, в кратчайшие сроки. И тем самым они вступают в борьбу с самим собой. А всякая борьба с собой, она всегда проигрывается. Наступает на свое горло, как говорится. Да? Возможно, первое время получает какой-то видимый результат, но потом ломается, результат теряется, и еще даже хуже состояние становится, и человек разочаровывается в диетах, правилах каких-то, и все. И думает, что либо все не работает, либо он сам слабый и бесхарактерный неудачник. Но мы не идеальны, мы люди. И о себе нужно заботиться, а не мучить себя. Здоровый образ жизни – это про заботу о себе. Для того, чтобы поддержать вас в вашем стремлении вести здоровый образ жизни, изменить свои привычки, я решил сделать саморазоблачающий ролик о своих 5 вредных привычках. Но мне за них не стыдно. И я каждый день работаю с ними и осознаю их. Первая привычка. Пристрастие к мясу, особенно красному. Но вы знаете, что я бурят-монгол. У нас в традиции мясо – это основное блюдо, особенно баранина. И, конечно, я с детства этот продукт ем, и я его много ем. И да, я скажу, было время, когда ел я 3 раза в день мясо. Завтрак, обед, ужин, все время мясо ел. Когда я был маленьким, мне дедушка говорил, что я ночью просыпался и просил мне сварить бараньи ребрышки. И он вставал, варил мне, пока варил, я иногда засыпал дальше и все. Когда поступил в университет в Питере, конечно, студенту мясо достать сложно. При любой возможности я старался съесть котлетки столовые. Я честно скажу, что в студенческие годы я по мясу скучал и страдал от недостатка мяса. Потом повзрослел, начал работать, тоже начал есть мясо, привозить мясо из Бурятии. Даже я сейчас рассказываю, у меня почему-то слюни выделяются. Да? Я занимаюсь здоровьем. Я говорю людям, как питаться и так далее. Конечно, я изучаю много информации. И много вещей мне встречается про мясо не очень хорошие в отношении здоровья, именно связанные с онкологией. И когда я готовлю все эти ролики, я изучаю много информации, читаю много исследований. Я не знаю, может поэтому, может говорю вам и сам в этом утверждаюсь. Я за последний год, вы не поверите, начал потреблять в 3 раза меньше мяса. В 3 раза. Я сейчас мясо ем только за обедом. И то, когда уезжаю в отпуск, практически не ем мясо. То есть я ем морепродукты, там, рыбу, всякую, да. Но курицу я не люблю. Курица для меня кажется очень скучной, и даже не мясо. Я не люблю свинину, никогда не ем. Не потому, что религия мне не позволяет, я просто не ем, я не люблю это мясо. Вредное, я считаю. С точки зрения тибетской медицины, свинина – это самое плохое мясо, обладающее холодными свойствами, повышает холестерин крови и так далее, возбуждает ветер, истощает пищеварительный огонь. Говядина для меня немного черствая, а вот баранина супер. Вот, даже баранина сейчас очень мало ем. Очень мало это раз в день, это для меня очень мало. Ну и даже иногда обедаю не бараниной, а рыбой какой-нибудь, да, или морепродуктами. Если бы мне кто-нибудь так сказал, что 5 лет тому назад, да, даже 3 года, я бы не поверил. Но действительно я начал употреблять мясо меньше. И самый
самое, что интересное, я скажу, я начал себя чувствовать лучше. Когда ты изучаешь этот вопрос, когда ты умом это через себя пропускаешь, когда ты это осознаешь, как говорится, да, тебе намного легче перестроить себя. Мне хочется мяса, баранину. Если вы спросите, что вам теперь баранин не хочется, да, мне хочется, как некоторым из вас, хочется сладости. Мне действительно баранина для меня это кусочек тортика. Я хочу, но я, когда понял, что это не так полезно для моего здоровья, я это изучил, этот вопрос, мне легче от него отказываться. Если вы думаете, что я отказываюсь от мяса легко и просто, вы ошибаетесь. Это я провожу над собой работу, когда жена у меня спрашивает, что будешь на обед? Хочу написать мясо, пишу через силу рыбу, прямо пальцы так, и рыбу мне готовить на обед. Я думаю, что мы должны не просто так менять свои привычки, а мы должны это делать осознанно. Мы должны понимать, почему это мы хотим сделать. И дальше углубляться в этот вопрос. Зачем мне это нужно? Что у меня сейчас не так на данный момент? Или к чему эта моя привычка может привести в дальнейшем? Да? Вот в моем случае я так именно спрашиваю. И прочитав много исследований, я понимаю, что ни к чему хорошему не приведет. Вторая привычка – усиливать вкус продуктов перцем, соевым соусом, разными специями и аджик и так далее. Все идет в ход. Эта привычка у меня, наверное, из Китая. Я же родился в Китае, до 10 лет жил там, и с самого детства я потреблял все равно, когда учился я в китайской школе, жил в китайском городе, там вся еда, ну, вы сами понимаете, китайцы как готовят еду. Это продукты очень сильно насыщенные с усилителями вкуса, все это разбавляется рисом. Ну и дальше я сейчас, до сих пор люблю использовать все это. К чему приводит такая привычка? Первое. Когда мы усиливаем вкус продуктов, мы съедаем намного больше, чем могли. Потому что эти усилители, специи, да, они усиливают наш аппетит. Огонь пищеварения разжигает. Второй. Когда мы усиливаем вкусы продуктов, мы забываем естественные вкусы. Через какое-то время, когда ты ешь просто обычный салат или какое-то мясо вареное, тебе кажется невкусным, потому что, приторный какой-то, да, нет такой изюминки. В голове вот эти эндорфины в мозгу не вырабатываются. И третье, эти специи, они сами по себе иногда плохо влияют на слизистую желудка, на слизистую пищевода. И они тоже являются канцерогенными продуктами. Я говорю о том, что я добавляю его много. На самом деле я острую еду могу съесть, вот в любой корейский ресторан пойти и заказать суп, и всегда сказать, что самое острое, как вот корейцы едят, я это съем, и будет мне хорошо, вспотею даже. От этой привычки тоже я постепенно отказываюсь. Опять же, поняв вред от этого и поняв, что нужно мне больше приобщаться к естественным вкусам, естественных, натуральных, органических продуктов. И не думайте, что я такой весь идеальный, да. У меня есть свои привычки негативные, пагубные, которые вредят мне, делая ролики вам, изучая вопросы все эти и общаясь с вами через YouTube, я тоже меняюсь. Честно говорю, я меняюсь. И вот я хочу именно подчеркнуть, что мне помогает измениться. Я не борюсь с собой. Я не говорю, какой я плохой, какой я слабак, ничего не могу сделать. Я понимать начинаю. Вот именно осознаю вред этих вещей, привычек и так далее, вред каких-то продуктов. И постепенно я начинаю убирать. Перед тем, как продолжить, я прошу вас написать о своих плохих, негативных привычках и как вы с ними боретесь. Третья привычка – вспыльчивость. На самом деле, глядя на меня, все люди говорят, как вы сохраняете такое спокойствие, невозмутимость. Вы бы знали, что творится в моем душе или внутри. Я очень эмоциональный человек. На самом деле, среди бурятов, даже которые, да, восточные люди, они более такие уравновешенные. А я, наверное, один из самых вспыльчивых, эмоциональных. Даже дедушка мне всегда говорил, ты очень вспыльчивый, потому что у тебя терпения нет никакого.
Это он всегда с самого детства подчеркивал. Мужчина должен быть терпеливым, он всегда говорил. Или по-другому, он же был буддийским ламой, он всегда говорил, есть в буддизме понятие 6 парамид, 6 совершенств, которые должен каждый человек себе воспитывать. Первый – это щедрость. Щедрость бывает 3 типов. Щедрость материальная, когда мы помогаем нуждающимся материально. Щедрость знаний, вот когда я делюсь с вами знаниями, да, и вы применяете эти знания, и у вас что-то меняется. И щедрость защиты, когда мы помогаем другим людям или всем живым существам, как в буддийской философии говорится, избавиться от страданий. То есть мы помогаем избавиться им от страданий. Ну, врачебная профессия – это на самом деле щедрость защиты. Еще здесь хочу сказать, что мое имя Жимба – это и звучит щедрость, одна из парамид на самом деле. Вторая парамида совершенства – это дисциплина, с которой я работаю с самого детства. И я думаю, что с дисциплиной у меня более-менее нормально. Третье – это терпение. Вот с чем у меня плохо. Терпения у меня действительно нет. Из-за этого вот у меня вот вспыльчивость, да. Вот у кого нет терпения, они могут все спылить, все выпылить куда-нибудь. Все, что они думают, все, что у них в голове, все, что у них на языке. Вот. Этим я страдаю на самом деле. Четвертое – это усердие, мотивация, когда мы применяем. Вот усердие очень важно. Вот когда ты меняешь свои привычки, когда ты хочешь изменить питание, образ жизни, нужно усердие применять ежедневно. Если вы это про усердие забываете, все, вы слетаете с рельсов. Вы начинаете уже все нарушать. Пятое – это концентрация, по-другому медитация, тренировка ума. И шестая парамида – это мудрость. Но мудрость не будет без 5 предыдущих парамид. Четвертая привычка – это алкоголь. Но не подумайте, что я алкоголик. Я думаю, я надеюсь, что у меня с этим нет проблем. Но, кстати, вы про алкоголь можете посмотреть здесь ролик, я записывал. Говоря об этих своих привычках, о своих недостатках в какой-то степени, да, я хочу этим мотивировать вас тоже. Я хочу сказать, что мы все одинаковые, и каждый из нас работает со своими негативными привычками по-своему. И здесь нет, вы не одиноки в этом. Никогда не думайте об этом. Нет людей идеальных на самом деле. Те люди, которые изображают из себя идеальных, на самом деле, вот есть в буддийской философии такая фраза, с виду практик, а на самом деле не является практиком. Я практик, но я не достигший совершенства практик, поэтому с алкоголем у меня своя история. Я иногда могу себе позволить и выпить пиво, вино, но крепкие алкогольные напитки я последние 8 лет точно не употребляю. До этого в медицинском вузе вы не знаете, как пьют. Пьют все, что горит, как говорится, да? И спирт пьют. Так что я хорошую школу Санкт-Петербургскую прошел, но все равно алкоголь я тоже изучаю этот вопрос. И самое интересное, что я начал готовить, опять же, эти ролики, общаться с вами, я начал потреблять алкоголь намного меньше и реже. Сейчас я раз в месяц, может быть, 2 даже могу выпить немного, да? А раньше было чаще. Это не происходит тем, что я борюсь с собой. Мне не хочется. Я бегаю, там, спортом занимаюсь, но и это раньше мне не мешало. И самое плохое, может и хорошее, я не знаю, здесь в том, что я не болею с похмелья. То есть очень редко это бывает. Я могу выпить, на следующее утро пробежать кросс 10 километров. Но в любом случае, действительно, в последнее время, может, это из-за старости, не хочется много пить. Это происходит редко, и я не жертвую своим образом жизни, направленным на поддержание и улучшение здоровья, да, на отдаление процессов старости. Пятая моя плохая привычка – это азартность. Я очень азартный человек. Вот в школе, когда учился, азарт проявлялся в том, что я не умел проигрывать. В любую спортивную игру проигрыши мне давались очень тяжело. Я мог заплакать, мог вспылить и так далее, да, все эмоции показать. Ну и в дальнейшем, когда повзрослел, попал один раз в казино, я понял, что мне нужно быть с этим
очень осторожно, потому что эта азартность я тогда во всей красе увидел. Это было на острове Мадейра. Мы с супругой там туда поехали, гуляли просто по улице, увидели казино. Это было вечером, часов 5-6. Вышли оттуда, вы не поверите, в 3 ночи. Но с таким кипой денег, выигрышем. Все, целый день, на следующий день, поспали плохо, тоже гуляли, радовались. Мы должны были утром улететь, и вечером шли в гостиницу, а гостиница через этот казино. Я решил, давай там, у нас же выигрыш большая, чуть-чуть сыграем. Зашли, вышли утром, опоздали на самолет, проиграли все, что выиграли, проиграли еще, что у нас было. После этого я понял, вот азартный я очень человек, мне надо держаться очень далеко от азартных игр и так далее. Я свою азартность учусь применять в пользу для себя. Вот съемки, ролики, да, это тоже для меня азарт. И я себя мотивирую своим азартом. Когда что-то получается, у меня тоже азарт начинает разыгрываться. Вот когда вы реагируете хорошо, или, не только хорошо, я не имею в виду, что вы должны писать хорошие только комментарии, да, вы должны, имеете право все, что угодно писать, что вы думаете. Имеется в виду, что у вас, когда результаты есть, когда вы пишете, что вам удалось похудеть, вам удалось снизить холестерин, у меня просыпается азарт. И я хочу еще глубже вопросы рассматривать, лучше делать ролики и делать ролики более понятным для вас. Почему я про азартность говорю и почему я рассказал про казино? Проигрывать в путешествии свои деньги – это очень неприятно. Я не стал убиваться тем, что это случилось. Я зато понял в себе свой изъян. И в казино меня никто силой туда не волок, не тащил. Я сам туда зашел, и я имел право выйти в любое время оттуда, да? Но я же этого не сделал. Я поддался своему азарту. В какой-то момент ощущение, как будто ты выключился. Вот эта осознанность потерял. Да, и все. Но я это понял. Может, это как ценой каких-то своих сбережений и так далее, денег. Но я это понял, и я это осознал, что я такой человек. И если сейчас вы спросите, а вы сейчас ходите в казино? Нет, не хожу. Хотите попробовать? Нет, не хочу, потому что азарт – это такой, это эмоциональный порыв, я считаю, да, который может меня в любой момент захлестнуть и победить.